Ну, начнем с того, что мне хотелось сделать что-то с эпоксидкой. И я придумал вот такой сюжет. Решил, что это будет река, в которой стоит БТР. Ну, типа экипаж остановился, осмотреться, воды набрать и так далее. Собрав БТР с фигурками, я сделал грубую форму основания из пеноплекса. С колесами до последнего не понимал, что делать. Ведь БТР стоит неровно, и подвеска должна быть на разной высоте на каждом колесе. Это усложняло работу. В общем, расставил всех, чтобы прикинуть, кто где будет. Придумал разные варианты, а меж тем дополнял БТР разными мелочами. Скрутки, ящики, мешки, инструмент, антенна. Ведь такие мелочи и придают реалистичности. И, конечно, колеса. Не понимаю, почему в звездовском БТРе такие не похожие на реальные колеса. В общем, все дальше загрунтовал из аэрографа. БТР красил с высветлениями. Все выступающие поверхности сделал чуть светлее. Краску мешал на глаз, старался попасть в референс. Дальше прошелся карандашом по граням, чтобы они заблестели металлом. Это мой любимый момент. Модель моментально из пластиковой превращается в металлическую. Покрасил скрутки, ящики, мешки. Дальше все задул глянцевым лаком, нанес декали, смывку, пигменты на колеса песочного цвета, также на броню в разные углубления. Почти черной краской нанес сколы, тонкой кистью. Дальше настала очередь фигурок. Их раскрасил масляными красками и задул матовым лаком в дальнейшем. Дальше основание диорамы. Крупные скалы делал из гипса, залив его в смятую фольгу, затем прикрепил на клей ПВА, имитируя скалы возле реки и на возвышенности. На клей ПВА по всей поверхности засыпал просеянный песок. Скалы покрасил темно-серым цветом и прошелся почти сухой кистью светло-серым цветом, выделив рельеф. По всей поверхности рассыпал немного камней. Покрасил сухую часть с песком в песочный цвет. Наделал из длинного флока кустов методом втыкания пучка в каплю клея ПВА. Затем покрасил тем же песочным цветом, только жидко разбавленным. Кусты приклеил на ПВА. Добавил еще камней на дно реки и бревно для живости. Перед заливкой эпоксидки еще раз поставил БТР и понял, что надо сделать более явные следы от колес, а на песке они плохо отпечатывались. Пришлось сделать вот такие кляксы из двухкомпонентной глины, после высыхания покрасил. Пришло время заливать эпоксидку. Модельным скотчем обернул края, сделав опалубку, рассчитал на калькуляторе примерный объем смолы, подготовил место, где диорама будет сохнуть, чтобы ее никто не задел ненароком, замешал смолу и тоненькой струйкой залил. Зажигалкой убрал мелкие пузыри с поверхности и поставил сохнуть. После высыхания нанес рябь моделирующим прозрачным гелем. После высыхания геля сделал пену из моделирующего геля с добавлением в него пигмента «Эффект снега». Еще пришлось оторвать колесо и приклеить ниже, чтобы оно не висело в воздухе. Ну и, конечно, видео и фотосессия. Кстати, если интересна тема фотосъемки моделей или диорам, пишите в комментариях, постараюсь сделать урок.